Всем привет, мы в Китае. Шанхай мне очень сильно нравится. Китайский знаю, платят больше, чем в России. Димсамы или лапша? Вау! Сложно, я там много сидел дома, ни с кем не общался. Разный тип взаимоотношения людей. Что я могу сделать здесь, если у меня не пойдет в диджеинг? Промо-группу «Лагерь», Джеки Чан или Брюс Ли. То, конечно, большую часть занимает идея получить опыт. Хочу быть worldwide. Есть палочками или вилкой? Клуб Looking Rooms? Стать всемирно известным, наверное. Всем привет, мы в Китае. Нет, друзья, мы в Дубае. Но я был в Китае 2 месяца назад. Мы договорились с Владом Хитцем встретиться на минут 40-30. Но планы поменялись, самолет отменили. И в тот день думал я совсем не о нашей с Владом беседе. Но вопросы к Китаю есть. После поездки их стало еще больше. Поэтому я скинул вопросы Владу, попросил его самому записать ответ на эти вопросы. И вот что из этого получилось. Для начала, наверное, мне стоит представиться. Меня зовут Влад, также известный как DJ Hits. В данный момент я проживаю в Шанхае уже 6-й месяц. До этого жил в городе Москва. Поехали. Откуда ты родом? Родом я из маленького города. Называется он Каменск-Шахтинский. Он находится на юге России, в Ростовской области, недалеко от границы с Украиной. Я точно не помню, сколько там населения, но точно меньше 100 тысяч. Как давно занимаешься диджеингом? Диджеингом я занимаюсь порядка 7 лет. Не помню, когда начал, но, в общем, где-то 7. В каких значимых для тебя проектах играл, был резидентом? Прежде всего, я хочу отметить промо-группу «Лагерь». Это, наверное, самый значимый проект, в котором мне удалось поучаствовать в качестве и резидент-диджея, и организатора. Это было супер время. Мы с друзьями делали вечеринки, кайфовали. Было супер. Второй по значимости проект – это клуб Looking Rooms. Мне удалось там поиграть в самый расцвет этого клуба. Очень мне там нравилось, там были такие сумасшедшие тусовки на 3000 человек, 4000 человек, там 5 разных залов, там супер инсталляции, такая подготовка там. В общем, было очень круто. Это был тоже очень-очень важный для меня проект. И так вообще в Москве играл там на разных тусовках, абсолютно разных, там в разных клубах. Также работал как стейдж-диджей для артистов, больше всего проработал с артистом Боиндия. Жанр, который лучше всего характеризует тебя как диджея? Это очень сложно, на самом деле, называть только вот один жанр, потому что я, например, воспринимаю музыку как энергию, как энергетику, скорее. Но если мы возьмем рамки музыкальных жанров, то, скорее всего, это хип-хоп, наверное. Но опять же, я люблю абсолютно разный музон, играю абсолютно разную музыку, которая мне нравится. Не могу себя загнать в рамки и вообще не считаю неправильным, придерживаться только одного стиля. В каждом стиле есть разная и классная музыка. Даже если ты продюсер и ты продюсируешь трек, и ты выбрал для себя одно течение, будет не лишним послушать что-то другое и найти там тоже что-то интересное. Это, мне кажется, только помогает тебе в творчестве в твоем. Как давно живешь в Китае? В целом живу порядка 2,5-3 лет. Я жил 6 лет назад в Шанхае год. До этого приезжал сюда по обмену учиться. И сейчас, в этот приезд, живу 6-й месяц. Уехал с концами или временно? Сложный вопрос. Пока не планирую возвращаться домой. Хочу какое-то время пожить здесь. Не могу сказать, сколько точно, но пока что я тут. Почему выбрал именно Китай и именно Шанхай? Мне всегда нравился Восток и Китай, Азия. Там с ранних лет мне там нравились какие-то боевые искусства, эти храмы, драконы. Вообще мне в целом нравится китайская культура, китайский язык. Что касается современного времени, мне нравится экономика, удобство, в общем, качество жизни, скажем так. Почему выбрал Шанхай? Потому что Шанхай, как я считаю, может быть, я ошибаюсь, это только мое мнение,
Самый развитый, самый экономический, ну это экономический центр Китая, самый развитый, самый богатый. Касательно моей карьеры, моей сферы деятельности, тоже самый развитый город. Как и когда решил стать диджеем? Всегда вообще моя жизнь была связана тесно с музыкой. Там, даже когда еще я не был диджеем, я постоянно слушал разный музон, новый. Но вот именно первая моя заинтересованность произошла. У меня есть два старших брата, и вот там средний, ему нравилась электронная музыка, и у него был маленький контроллер, который называется Pioneer DJ V-Go. И мне вот я смотрел, как он там играл, мне очень нравилось, какие-то вещи там он мне там показывал, он мне объяснил, что такое BPM и все остальное. Позже у меня есть такой друг и продюсер Рома Аутсайдер. Он в какой-то тоже момент заинтересовался, записался на курсы, там отходил на курсы, и потом у него была практика просто на студии. Я приходил, смотрел, как он, ну, в общем, что он делает. Мне, короче, вот тогда я уже сильно прям заинтересовался. И тоже что-то попробовал, что-то он мне объяснил, показал. Потом я себе приобрел маленький контроллер, на нем учился дома играть. Почему решил стать диджеем? Я даже когда начинал, не думал, что это будет какая-то моя, там, прямо мой основной вид деятельности, там, и все остальное. И то, что мои какие-то другие виды деятельности будут вытекать из этого. Просто вот мне захотелось, вот просто мне нравилось там с музыкой вот взаимодействовать, вот перед тобой песня, ты же можешь там с ней вот все, что хочешь сделать, там какие-то эффекты, а еще если с другой ее сочетать, там типа и сколько разной музыки, и ты можешь ее сочетать там по-разному. Ну, в общем, сам процесс мне понравился, заинтересовал. Да и даже не то, что процесс, даже вот ты смотришь на оборудование в первый раз, у каждого диджея это было, ты смотришь на оборудование, на комплект первый раз, и ты такой просто вау, типа, а это что, а это за что отвечает? И даже сама вот эстетика, ты смотришь на пульт, и он тебе какое-то эстетическое удовольствие доставляет. Ну вот это какие-то мои, наверное, ну, чувства, ну вот так. Назови своих учителей. Учителями были те, ну вот мои друзья, о которых я рассказал раньше. Потом я учился самостоятельно, вот, будучи уже в Китае. Когда вернулся, я пошел учиться в школу Uppercuts, потому что я не умел играть с компьютером. Я хотел играть с компьютером, не знаю почему. Я играл с флешек, хотел играть с компьютером, мне просто было интересно. Ну, то есть, как бы, когда ты уже чему-то научился, тебе же хочется идти дальше. Вот это был, как бы, следующий этап. Я пошел на Level Up, там, на курс Level Up, и моими учителями там, ну, все на тот момент ребята, кто там работал, там, Лена Зазуля, Ваня Зи, Миша Мейп, Рост и Сибирь. Ну вот Сибирь, Леха мне много что, вот он именно конкретно со мной работал, много мне чего показывал. Вот этот был период тоже. В общем, учился я в Uppercuts. После уже там, после уже даже моей карьеры там в Москве, я там заинтересовался скретчем и real диджеингом. Я пошел в Scratch DJ School, там меня обучал диджей Хаски. Он мне объяснял, ну, в общем, я вообще не понимал, как скретчить, что нужно делать руками. Даже там, смотря какие-то туториалы, я просто не понимал. Он мне четко все по полочкам разложил и объяснил. Также Давид Крэг мне много что тоже показал, рассказал, показал всякие связки там и все остальное. В общем, он тоже вложил в меня часть своих знаний. Твои любимые диджеи? В моем мире, в моем понимании, там топ-1 диджей именно вот на данный момент, как бы, это DJ Snake и вот так вот, типа, Slash, Skrillex. Не то, что они там мои кумиры или еще что-то, но вот это люди, которых я, наверное, там уважаю больше всего. Так, конечно, я слежу за очень многими диджеями, абсолютно из разной музыки, и абсолютно из разных там движух. Ну вот как бы mostly это вот они. Как родители относятся к диджеингу и важно ли тебе их мнение? Начну с последнего. Конечно, мне важно мнение моей семьи, но сказать, чтобы если бы мне там все были против,
я бы прекратил бы заниматься тем, что мне нравится. Нет, я бы не прекратил. Просто я бы работал там, например, на работе и также бы диджейл. Вот. Но, зная как бы мою семью, они никогда бы мне так не сказали. Они всегда меня поддерживали. В частности, моя мама, она до сих пор меня очень сильно поддерживает. И когда я ей сказал, что я там хочу стать диджеем, не было такого, что она мне сказала: сынок, типа нет. Она поспособствовала тому, чтобы я стал диджеем. И способствует до сих пор в плане общения, поддержки. То есть моя мама мы очень близки, и она очень сильно меня поддерживает. За что я очень-очень сильно благодарен. Как тебе Шанхай? Шанхай мне очень сильно нравится. Вот из всех городов, что я был во многих. Шанхай очень мне нравится в плане качества жизни, удобства. Единственное, что, конечно, с погодой, у нас здесь погода такая, то есть летом очень жарко, зимой нет снега, холодно, но вот, например, если ты живешь в центре, здесь нет центрального отопления, то есть тебе приходится какими-то внешними системами отопления обогревать дом. Единственное, да, есть сезон дождей, но это все затмевает то, что этот город тебе дает. Знаешь китайский? Китайский знаю, не супер хорошо, не супер сильно, но как бы для бытовой жизни здесь мне этого хватает на данный момент. Для какого-то общения с друзьями китайцами тоже этого хватает, но для прям полного понимания, для такого же общения, как у меня есть, например, с друзьями в России, настолько я не знаю пока что язык, но я к этому иду. Как раз таки, перетекая в следующий вопрос, учишь или нет, учу, хожу в институт, учусь в институте, хожу на утренние занятия, это такие языковые курсы, 3 часа в день, с 9 до 12. Как долго адаптировался? Ну вот, если вспомнить то время, когда я приехал сюда первый раз 6 лет назад, было супер сложно, потому что, я тогда особо не знал язык, и ты приходишь в магазин, что-то себе, вот если ты, приходишь, например, поесть куда-то, и там нет фотографий еды, ты все, ты, ничего себе не купишь. Если ты заходишь в магазин, ты примерно понимаешь, что это, но это может быть вообще не то. Это может быть пачка чипсов, а это не чипсы, а салфетки. То есть адаптироваться поначалу мне было супер сложно. Я там много сидел дома, ни с кем не общался, потому что тяжело. Разный менталитет, абсолютно разный тип взаимоотношения людей. В работе там по-разному, в институте. Очень много информации, которую твой мозг должен обработать. Если ты к этому не готов, ты будешь ты замкнешься в себе и будешь там искать какой-то, например, там фильмы смотреть дома. То есть ты ищешь место себе все-таки где-то в другом месте, не в реальной жизни, а, понятно, о чем я говорю. Сейчас, когда я приехал, я уже знал, куда я еду, я знал, что здесь будет, я знал, на что я иду. У меня был четкий план, что мне нужно сделать, чтобы начать работать. Понятно, да? У меня в заметках есть две разных заметки. Первая – это список того, что мне нужно сделать, чтобы начать здесь хорошую карьеру и ее только улучшать, развивать точнее. И второе, что я могу сделать здесь, если у меня не пойдет с диджеингом. Вот. Чтобы не было так, когда ты приехал, вот так сидишь и не знаешь, денег нет, и ты сидишь, не знаешь, что тебе делать. Как в Китае выглядит работа у диджеев? Выглядит абсолютно так же. Клубы, рестораны, бары, все такое. Все работают так же. Сколько платят диджеям? Если мы берем соотношение оплаты в час, то здесь, конечно, платят больше, чем в России. Если мы берем клубы, да, потому что тусовки это все, опционально. В общем, минимально среднее. Это от 1000 до 1300 юаней. За сет, это за 2 часа. Ой, за 2 часа, за 1,5 часа. У русскоязычных диджеев есть какие-то преимущества? Я бы на самом деле не сказал, что здесь у тебя есть какое-то преимущество. Да, у тебя есть там европейская внешность,
Но как бы раньше было да. И, возможно, в каких-то других городах, помимо Шанхая, возможно, у тебя какое-то преимущество есть. Я не могу об этом сказать. Если мы берем Шанхай, тут куча иностранцев. То есть тут много иностранцев и иностранцев-диджеев. Я никакого преимущества не почувствовал, честно говоря. Если мы берем какие-то ивенты, да, возможно, какому-то бренду было бы, есть какое-то преимущество, им может быть как-то выгоднее. Но с другой стороны, например, если ты хочешь работать в клубе, где-то быть там резидентом и все такое, для иностранца это сложнее. То есть тебе нужно там рабочую визу сделать, там, и так далее. То есть, эти все документы. Плюс, тебе нужно как-то туда попасть, если ты едешь не по контракту. Чтобы туда попасть, тебе нужно большие усилия приложить, потому что, тут очень большая конкуренция, то есть ребята здесь умеют играть, и тебе нужно быть конкурентоспособным и как-то показать себя и удивить чем-то. Какое музло самое популярное в клубах? В большинстве из них, если мы берем коммерческие там прям клубы, как коммерческие, возьмем, например, небольшие города, не такие как Шанхай, Пекин, EDM. Причем EDM такой прям EDM. Не берем в общем значении, да, не в целом там, а вот, в общем, старый, отстойный и вот этот, вы поняли, о чем я, говорю. Но вот касательно в Шанхае, здесь этого становится все меньше и меньше, на самом деле. Больше приходит хип-хопчик, хаус, там, в общем, такое больше стильное музло. Также популярно афро-хаус, такая техно тоже есть. В общем, в процентном соотношении, если мы возьмем, то, конечно, большую часть занимает EDM. Потом идет хип-хоп, потом идет уже электронная музыка. Я не хочу там сильно разделять, но вы понимаете, да, там типа хаус, техно и все такое. Есть ли в Китае корпоративы? Корпоративов, как вот в нашем понимании в России, я, по крайней мере, не встречал. Какой-то Новый год, возможно, да, есть. Но вот именно так как в России такого нет. Но взамен этому есть ивенты хорошие. То есть, например, у бренда какая-то презентация или выставка какая-то. Вот это популярно, да, этого много. Ребята работают, я тоже работал на нескольких. Вот. Основная наша прибыль всегда, конечно, идет из клубов, из стабильной оплаты труда за резидентство. Кто еще из русскоговорящих диджеев сейчас в Китае? Касательно вот Шанхая, например, в Китае, конечно, много там русскоязычных диджеев. Много из них приезжают именно конкретный клуб работать по контракту. Вот. Кстати, именно в Шанхае тоже много русскоязычных. Вот с некоторыми из них я работаю там в клубе, например. С некоторыми из них вот мы делаем ивенты в компании Unite. Некоторые из них тоже вот с нами работают как резиденты. В общем, их достаточно. У вас есть свое диджей-комьюнити? Как правило, все всех знают. Все, конечно, общаются между собой. Как-то прям такого близкого комьюнити. У каждого разное понимание насчет комьюнити. Например, как вот ребята в Дубае, например, дружат. Я такого здесь не заметил. Но опять же, все хорошо общаются, пересекаются на тусовках, там, подкидывают работку друг другу. Иногда такое есть, да. Чем отличается диджейская культура в Китае от Москвы? Мне кажется, что в России больше конкуренции на самом деле. Вот диджеи между собой конкурируют сильнее и жестче. Здесь все как-то попроще относятся к конкуренции, все всех знают, там между собой общаются. Очень-очень там крайне мало бифов. И ни разу я не слышал, чтобы какой-то один диджей отзывался о другом плохо. Где ты здесь работаешь? Основной мой вид деятельности здесь я музыкальный директор в компании Unite. Компания занимается промоушеном, организацией мероприятий, обзором, такой обозреватель вообще ночной жизни Шанхая. Также это приложение, в котором 70 тысяч пользователей. Также работаю в клубах,
в барах, на ивентах. В общем, все то же самое в России, только пока что еще не в таком масштабе, как было. Как выглядит твой день? Довольно системно, на самом деле. Я каждый день практически, кроме там выходных, хожу в институт. 3 часа занимаюсь китайским языком очень усердно. Далее обедаю, иду в спортзал. Потом, в зависимости от того, в общем, какие у меня есть дела, иногда я приезжаю сюда, в офис. Мы, кстати, снимаем в офисе нашей компании. Иногда приезжаю в офис, занимаюсь тут делами. Когда-то есть там деловые встречи, когда-то мы едем смотреть, например, новые локации под вечеринки. Вот, в общем, работаю, если так, одним словом. Если не работаю, то просто встречаюсь с друзьями, либо гуляю где-то, либо просто отдыхаю дома, слушаю музычку. Чего ждешь от Китая? На самом деле, в первую очередь я хочу получить опыт, так как конкретно Шанхай — это очень интернациональный город. Тут люди со всего мира, и как бы даже общение с ними как бы дает тебе какой-то там определенный опыт. И вообще мне в целом интересно. Я вообще в целом такой человек, что мне всегда мало информации, я всегда вот в погоне за новой информацией. И здесь я ее получаю каждый день. И мне это очень нравится. Ну, конечно, я жду там продвижения по карьере, опыта, там, повышения навыков, конкурентоспособности. Хочу быть worldwide. Блиц. Блиц. Димсамы или лапша? Определенно лапша. Кстати, димсамы, я вот не слышал, что так говорили. Говорят либо сяолунбао, либо дяодзи — это маленькие пельмени, и баодзи — это большие пельмени, такие паровые булочки. Джеки Чан или Брюс Ли? Это сложно. Ну, наверное, Джеки Чан, потому что когда я был маленький, я все время смотрел фильмы там с Джеки Чаном. И как-то, наверное, Брюс Ли — это вот предыдущее поколение, наверное, больше о нем, про него. Но, конечно, он тоже не менее легенда. Но я выбираю Джеки Чана. Есть палочками или вилкой? Ой, конечно, наверное, вилкой. Вот. Но палочками, на самом деле, тоже есть свой кайф. Соевое молоко или коровье? Определенно коровье. Соевое молоко — это полный вообще отстой, я не люблю. Опиши Китай 5 словами. Современный, безопасный, интересный, сложный, другой. Чай или кофе? Определенно чай. Хоть я люблю и чай, и кофе, но чай — это целая культура. Особенно здесь я выбираю зеленый чай. Желательно с жасмином. Скутер или электросамокат? Конечно, скутер. Потому что у меня есть здесь скутер, я езжу на нем каждый день. Это супер удобно, супер дешево в использовании. Ну и мне кажется, на самом деле безопаснее. В Москве я тоже ездил на электросамокате, между сетами это было тоже классно, но все-таки скутер one love. 5-7 вещей, которые отличаются от России. Ну, прежде всего, конечно, менталитет, культура, это уже 2. Еда, политический строй. Меньше искренности здесь, чем в России, но и меньше агрессии. Вот так, 7 как раз таки. Шанхай или Москва? Ну, конечно, Москва. Это мой дом. Там все мои друзья старые. То есть, конечно, я в любом случае когда-то туда и вернусь окончательно, наверное. Вот. Шанхай я очень люблю. Это там, здесь прошло мое становление как личности и в плане карьеры. Вот. Конечно, я выбираю Москву. Любимый фильм? Мой любимый фильм «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. Любимый актер Леонардо Ди Каприо. Любимое блюдо? Любимое блюдо — это бабушкин борщ. Бабушкин борщ, если там еще есть сало, чеснок, лук. Ничего нет лучше. Любимый альбом?
Clarence Casino Instrumental Relicts. Кто для тебя плохой диджей? Уф. Я очень сильно, как сказать, требовательно отношусь к себе, к своей карьере, к своему творчеству. И также требовательно отношусь. Ну, как бы мне вообще на самом деле не должно быть дела, но вот как-то так. У меня много критериев там, типа, но прежде всего плохой диджей, как в любом, наверное, мне кажется, другом деле, это не профессионал. То есть человек, который не стремится никак развиваться в своем деле, который просто плывет по течению и занимается, например, этим только для того, чтобы заработать деньги. Хотя, как бы без развития ты не заработаешь деньги, мне кажется, честно говоря. Твоя цель в карьере на ближайшие 3 года? Карьерная цель, именно если вот брать там прям базовая какая-то, это больше путешествовать, именно гастролировать. Гастролировать с путешествиями. Я очень люблю куда-то ездить, где-то играть, знакомиться с новыми людьми, делиться опытом, обмениваться опытом, смотреть, как состояние развлекательной клубной индустрии там где-то определенном. И вот я бы хотел, наверное, больше гастролировать. Плюс к тому, больше, хочу подтянуть больше технику, более сложные какие-то штуки выучить, плюс там снимать больше контента. Я в последнее время там сильно пропал в плане контента, потому что мне, тут я адаптировался и было немножко не до съемок. Сейчас я уже создал себе все условия для этого, так что буду заниматься этим. Плюс к тому, конечно, мне хочется возобновить все свои навыки в плане написания музла, в плане создания какого-то эксклюзивного контента, в плане музыки. Какая-то вот такая у меня цель. Она неоднозначная, но, мне кажется, в целом понятная. Твоя главная цель в карьере? Главная карьерная цель в жизни, наверное, это супер банальная, как у всех практически. Это стать всемирно известным, наверное. Я примерно понимаю, что нужно для этого делать. И надеюсь, что у меня получится. Скучаешь по Москве? Я скучаю по людям, по своим друзьям, по маме, в общем, скорее всего, по людям и по нашим тусовкам в Москве, по толпе, которая в Москве, которая бешеная. Вот поэтому я скучаю. По жизни в Москве не скучаю. Опиши остаток своей жизни 5 словами. 5 слов. Любовь, дом, комфорт, безопасность и, наверное, пусть будет достаток.